Всем привет, друзья! Или, как говорят в Аргентине, «Como andas, che?», что переводится «Эй, как дела?». В общем, мы сегодня записываем очередной влог, а влог будет интересен тем, что я вам покажу цены на товары, на продукты, на товары для дома в Аргентине. Но мой влог будет отличаться от всех остальных тем, что сегодня я буду рассказывать вам про и показывать цены не один. Сегодня со мной будет наш гость нашего влога Борис. Он здесь 20 лет, представляете, уже живет. Он знает гораздо больше, чем мы все вместе взятых, тех людей, которые понаснимали свои влоги про Аргентину. Поэтому мое видео будет гораздо интереснее. И поехали посмотрим, что же там продается в этой Аргентине. И да, видео объемное, и для вашего удобства я оставил тайм-коды в описании. Заваривайте кофеек или мате, и приятного просмотра. Так, ну я даже не знаю, с чего начать. Это так необычно на вытянутой руке. В общем, мы приехали позавтракать. Да. И как раз-таки сейчас вам расскажем про завтрак, про все, что происходит в Аргентине, про традиции, про праздники, про еду. Так что поехали. Так, здесь у нас, во-первых, кафе называется Бука. Бука. Вот Боря нас привел в Буку позавтракать. Здесь у нас что есть? У нас есть кофе, пицца, какие-то бутерброды, да, вот это вот все. Да, это бутерброды всякие. Сэндвичи. Капучино, чай, минеральная вода. Так, а здесь что? А это соки. Ну, давай начнем с того, что ты себе будешь брать. Ну, я себе возьму вот интегральный авокадо. Интегральный авокадо. Но это тосты с авокадо. Ага. Очень вкусный. Так. А есть что-нибудь с рыбой? У них вообще С рыбой? Да. На завтрак? Ну, обычно едят, типа, там, лосось, там, бутерброд с лососем. Но что здесь вообще кушают аргентинцы на завтрак? В какое время они обычно это кушают? Вот классический завтрак аргентинцев. Ну вот, обычно с 8 до 10, да? То есть перед работой обычно едят. Или во время работы тоже. Тосты едят много, вот с сыром, ветчиной с сыром обычно делают. Очень часто булочки, называются медиалунас. Медиалунас – это полумесяц по-аргентински. Они такие в форме полумесяца как раз. Еще есть здесь такой пан криожо или криожито. Это такие квадратные хлебцы, которые делают или слоеного теста с маслом, или из жира, то есть туда жир добавляется. Ну вот сейчас, я думаю, вот сейчас мы закажем. Мы закажем, да, покажем как раз-таки, как это выглядит все на самом деле. Ну и еще, ну, чтобы выпить что-нибудь, это кофе с молоком, больше всего используется, ну или маты, соответственно. Ну вот как раз-таки про маты мы еще отдельно поговорим. Про маты, я думаю, много чего можно рассказать. Я слышал про знаменитый на весь мир уругвайский маты. Вот чем уругвайский от аргентинского отличается, тоже интересно. Мы чуть позже об этом поговорим. А сейчас мы дождемся как раз-таки нашего завтрака. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss. 'Cause I've been eating you like old-fashioned orange slice, sweet like daiquiri with strawberry crushed ice. Know you like a margarita with the hot spice. Что, мне объяснять, да? Ну, я думаю, ну да. Давай, Боря, рассказывай, что это нам принесли вообще, что мы заказали. Ну вот это называется медиалунас. Это булочки сладкие. Вот здесь слоеные
пан криожо или криожи тост тоже называется. Ну и тосты с авокадо и с кремом. И с кремом, да? Да, очень вкусно. Ага. И мы взяли кофе. Капучино. Это не капучино, просто кофе с молоком. Кофе с молоком. Еще бы знать разницу капучино от кофе с молоком. Ну, капучино это с шоколадом. То есть туда шоколад добавляется. Горячий шоколад. Окей. Ну что, давайте пробовать. Ну, воду всегда стандартно, да, приносят. Вон то тоже наше, по-моему. А, еще не все. Еще не все. Получается, еще не все. Сок. Полноценный завтрак. Кстати, сейчас 12 часов. Здесь вообще в Аргентине мы столкнулись с тем, что постоянно закрыты днем магазины, кафешки. Вообще расскажи про график работы, во сколько вообще начинают работать кафешки, во сколько они заканчивают, и почему днем такой большой перерыв они делают? Не, ну почему? Здесь же как бы люди должны отдыхать днем, то есть обеденный перерыв, они уходят домой, кушают, ну и некоторые даже спят, то есть днем спят. А сколько по времени это все занимает? Ну вот обычно работают с 9 до часу, потом с часу до 5 перерыв, получается 4 часа. Слушай, и нормально с 5 такой... до 8 еще работают. То есть можно реально просто... А ты, получается, ты закрываешься, но ты при этом на работе находишься, и ты можешь там потусоваться, или ты домой можешь уйти? Не, ну это зависит от работы, конечно. Вот, допустим, я тебе про магазины просто сказал. Это магазины так обычно работают. А вот когда у тебя работа, вот я работал программистом, да, на стационарной работе, и как бы там ты работаешь с 9 до 18, тебе дается час перерыва, чтобы ты сходил там покушать что-нибудь. Но ты можешь там тоже позавтракать на работе, то есть есть машина, которая тебе дает кофе, там, маты можешь пить, булочки всякие. А вот слушай, во сколько начинают завтракать аргентинцы, во сколько они начинают обедать обычно и ужинать? Ну, завтракают с 8, там, перед работой, да, с 8 до 9. Или некоторые вообще на работу идут и там и едят, соответственно, после 9 уже. Потом обед. Обед после часу обычно, час-два. И ужинаю здесь довольно поздно, после 8 обычно. То есть это такая традиция у них ужинать поздно, да? Да, то есть здесь ресторан открывается в 8 часов вечера, чтобы люди могли поесть. Но обычно приходят не в 8, а в 9, иногда в 10. Так что здесь да, едят довольно поздно. Так, ну кофе попробуем. Как по мне, это обычный капучино, поэтому я и не знаю особо разницы кофе с молоком и капучино. В кафешках это одно и то же плюс-минус. Да? Да, да, шоколада нету, посып. Шоколад. Да, и они его не посыпали, и все, это все отличие. Ну, а мне больше нравится просто кофе с молоком. Капучино мне не так нравится, потому что он с шоколадом, более сладкий. Попробуем этот бутерброд, тост. Непонятно, что такое сверху это. Это яйцо. Они его так задекорировали, что даже непонятно, что это яичница. Вон там зеленый авокадо, там сырок получается. Я думаю, что это надо вырезать. Это надо как раз оставить, чтобы это клак. Испортил кофе даже. Боря, ты уже прожил здесь сколько? 23 года, да? 24. 24 уже года, офигеть. Вот ты пожил в России, да? В Молдове. Молдове. Пожил здесь. Назови свои там, любимые блюда здесь, в Аргентине, и там топ-5, там топ-3 любимых блюд в постсоветском пространстве. Ну вот именно русская еда мне нравится борщ. Это 100% супы русские мне нравятся. Потому что здесь как бы нету здесь такой традиции, есть суп в обед. А вот мне очень нравятся супы. Любимый суп российский? Борщ, 100%, да.
что мне еще нравится? Вот из молдавской еды мне очень нравятся плацинды. Плацинды — это слоеное тесто, да, вот, и с начинкой. Очень вкусно готовят, вообще шикарно. Если вот люди будут ехать в Молдавию, ну, должны 100% попробовать плацинды. А мы покажем, как это выглядит все. На экране должно вылезти. Ну, что еще мне? Моя типичная еда, вот, которая мне очень нравится есть, это пицца. Пицца? То есть мне здесь в Аргентине нравится пицца с 4 сырами. Очень вкусная. Ну, что еще? Ну надо сразу сказать, что Боря вегетарианец, поэтому мясных блюд мы не назовем, да, здесь популярные это вот осада. Я еще думаю, да, почему обычно же осада самая такая популярная, все говорят, что там осада, да, вот ты вегетарианец, не кушаешь мясо. Ну да, я как бы стал вегетарианцем в 2010 году, в 2010. Большой стаж уже у тебя. Да. У меня как бы есть люди, которым тяжело это переносить, а мне как бы было легко. И так получается, что даже не хочется как бы мясо есть, не зовет обратно. Ну как тебе тосты? Вкусный, да? Да, очень вкусно. Сейчас еще булочки попробую, здесь вообще упадешь. Вообще в России мы знаем много всяких супов, борщ, щи, да, и много действительно вкусных, которые мы, неважно в какую мы страну уезжаем, мы всегда это любим, мы всегда это готовим, и нам это нравится. В Аргентине вообще с супами как? Что-то, может быть, есть вкусное, национальное, там, что ты здесь тоже кушаешь обычно? Здесь не суп, здесь такая похлебка, как бы, называется лёкро. Это типа суп с фасолью. Его делают из тыквы, то есть сюда ставится тыква, кукуруза и фасоль. Но это все перемешивается, и там получается как бы довольно густая каша получается с фасолью. Ну, на самом деле очень вкусно. Есть как бы с мясом и есть вегетарианский. То есть аргентинская кухня очень подходит, да, людям из постсоветских стран. То есть она не вызывает никаких странных вкусовых там ощущений, да, вот как, например, в Азию приезжаешь, в Азии вообще все по-другому, особенно там Китай, Корея, Япония, то есть там надо привыкать к еде реально, чтобы, ну, получать от нее удовольствие это как через какое-то время. Здесь, мне кажется, приехал, что-то заказал, и уже тебе это в целом знакомо. Не кажется таким необычным. Да, здесь как бы большой выбор еды. И очень много выходцев из Испании, из Италии. То есть здесь еда как бы, то есть зарубежная как бы считается. Европейский, да, все-таки здесь больше иммигрантов. Очень много иммигрантов с Европы, и поэтому как бы привили. Здесь очень много ресторанов итальянских, очень много. То есть пицца здесь тоже типа блюдо нормальное. Булочки, не булочки, а пирожки получаются. Пирожки вот здесь есть национальное блюдо такое, пирожки с мясом. Но это как бы пирожки, они везде пирожки. Но они так выглядят, такие блестящие, да, насколько я... Но вы пробовали, да? Да. Не, мы не пробовали, еще не пробовали, да, но мы посмотрели несколько видео в интернете как раз таки и видели, что они такие блестящие. Не знаю, как они их так мажут чем-то. Они мажут, как называется, яйцом. Яйцом, да, ну поэтому они вот и блестят. Насчет супов давай я скажу, потому что здесь на самом деле супов очень мало. То есть есть рестораны, где их подают, но это обычно итальянский, там, испанский ресторан. То есть здесь в Аргентине не принято есть на самом деле супы. Да ладно. Как получается? Десерты. Что по десертам тут? По десертам? Ну, по десертам всякие торты, выпечки, булочки. Там, есть сладкое. Это везде, мне кажется, более-менее одинаково. А как вообще на вкус торты местные, как тебе по сравнению с российскими? Пирожные, да, вот пирожные. Я в Москве пробовал пирожные. Таких пирожных, как в Москве, нигде нет, я честно говорю. Вот, таких вкусных пирожных нет.
здесь есть как бы, и можно купить, но здесь не такие вкусы, честно. Так, мы сейчас куда едем? Марено Макс. Это большой супермаркет продуктовый. Отлично. Посмотрим цены. Он считается как бы довольно дешевым по сравнению с Каррефуром, например. Большинство аргентинцев предпочитают ходить туда. Есть же еще также Либертат, вот этот вот тоже, да? Тоже считается дорогой. А, дорогой считается? Да. Ну, Каррефур, Либертат, они дорогие. Да. А вот Марено Макс и Диско, они попроще как бы. Ну, самое экономичное, это, конечно, Марено Макс. Мы сейчас позавтракали. Боря нас привез в кафешку Букка, называется. Мы поели там местных, как же они называются? Медиалюнас. Медиалюнас, вот, это типа круассанчики, только аргентинские. Тосты с авокадо и кофе попили. Очень сытно, вкусно. Всем рекомендуем. Так, сейчас мы поедем, да, продукты посмотрим. Потом мы заедем в диетический магазин, посмотрим, что там продается. Потому что огромное количество людей интересуется здоровым питанием. Ту же гречку, насколько мы знаем, ее можно найти только вот в диетических магазинах, в больших супермаркетах ее днем с огнем не сыщешь. Мы пробовали, у нас не получилось. Так что гречку мы тоже поищем, посмотрим. Но гречка не наша, конечно, потому что гречка здесь называется триго сарасено. То есть получается это как пшеница, сарасинская пшеница получается. Но здесь совсем другой вкус у нее. Ну как, похожий, но все-таки другой, не наша гречка, конечно. А она где вообще произрастает? То есть это местная, да, ее выращивают в Аргентине, верно? Не, по-моему, ее экспортируют, но я не уверен. Надо посмотреть. И она вот зеленая, да, получается почему-то? Ну, не зеленая, я бы сказал, более желтая, как бы желтоватого цвета, да. Но она не обжаренная. То есть у нас в России продают обжаренную. А вот ее, почему она и коричневая становится, да? То есть она обжаренная. Без обжарки, да. Офигеть. Мы, кстати, видели на Ютубе видео, что прямо берут ее, обжаривают, показывают, как она, собственно, становится коричневой, какая она есть для нас привычная. И говорят, что и вкус даже становится лучше, когда ее обжаривают, чем она, когда сырая, зеленая, да? Да, вот я пробовал вот эту простую, да, вот просто варить. Она как бы очень разваливается, знаешь, получается как каша такая. Gracias. Да, кстати, расскажи про вот этих чуваков, которые моют машины. Ну, здесь часто как бы люди таким образом зарабатывают, стоят на перекрестках и моют тебе стекла машины. Очень удобно, кстати, часто просто у тебя грязное стекло, и надо вымыть, и там даешь ему 100 песо, это получается как бы 10 рублей, да? Да ладно. И 100 песо стоит, вот почистил лобовое стекло, верно? Да. Ну, нормально. А ты вот, когда к нам приехал, чистил сам, бесплатно? Ну да, пришлось. Пришлось. Не думал, что аутсорсить такие вещи надо людям, которые экономят твое время? Да, конечно. Но просто не всегда как бы попадаются. Иногда найдешь, иногда нет. Еще я, кстати, видел, здесь люди занимаются, я не знаю, как это, перформанс, entertainment называется, когда люди просто на дорогу выходят и какое-то представление показывают. Да, здесь есть. Какие-то у нас прям возле дома, мы с Ксюхой часто ходили, ходим гулять в парк, и там прям возле дома есть перекресток, на котором часто люди на велосипедах вот этих одноколесных, какие-то жонглированием занимаются. И тоже зарабатывают, да? Здесь часто такое тоже есть, да, как бы на перекрестках. Вот есть там в костюмах для детей, Микки Маусы там всякие, белочки там. Прикольно. И жонглеры, соответственно, тоже. У них еще прикольно, что есть определенное количество минут, да, они знают, сколько там
светофор загорается, сколько у них есть времени, вот они показывают это представление, потом быстренько по машинам ходят и собирают дань. Да. Да. Между прочим, неплохо, как бы, мне это кажется. Мне нравится это атмосферно, круто, это вообще необычно выглядит. Здесь еще как зарабатывают люди, которые как бы безработные, они следят за машинами. То есть ты можешь там выйти, оставить машину, и к тебе подходит такой человек в жилетке, знаешь, чтобы отсвечивало в темноте ночью. И говорит, типа, здесь стоит там столько-то. Ты можешь сказать, не, я не хочу. То есть реально ты не обязан ему ничего платить. Но обычно люди как бы платят за то, что он следит за машиной, типа, чтобы не украли. Это очень, я думаю, здесь актуально, да? Ну, есть места, где да, но есть места в центре, там, где не обязательно, как бы. И действительно напрягает немножко людей, которые не привыкли к этому. Ну, в смысле, бесплатная стоянка, бесплатная парковка, за что я должен платить, чтобы мне еще за машиной следить. Ну да. Ну, это зависит от человека, как бы. Я не парюсь по этому поводу, отдал деньги и спокойно. А что еще есть такого, вот как люди зарабатывают здесь деньги? Понятно, помимо криминала, да, каких-то грабежей, которые вот обычно малолетки занимаются, вот еще что люди делают, у которых реально нет какой-то работы, как они обычно здесь зарабатывают деньги свои? Ну вот я могу по своему опыту рассказать. Я работал на заправке, например. Здесь есть заправки, допустим, заполнять машины бензином, да. Ага. Я вот работал. Так, конечно, тяжелая работа, потому что особенно когда холодно там или по ночам работать, да. У меня было время, когда я работал всю ночь, там, допустим, а утром в университет, да, и вот так, не выспавшись. Слушай, ну это прям спартанские какие-то условия. Да, ну, бывало, конечно. Но это вот типичный путь иммигранта, когда ты только приезжаешь в какую-то страну, у тебя всегда все тяжелее, все проходишь вот эти все круги ада перед тем, как... да. Если у тебя есть как бы профессия, ты выучился на кого-то, то легче, конечно, потому что будешь искать профессию, соответственно, титулу, да? А если как бы нету, то приходится разнорабочим работать, да, и как бы адаптироваться. Это да, я вот 2,5 года в Корее жил, по сути, разнорабочим и работал на разных, на заводе Samsung, и на разных других заводах, и на рыбном заводе, и рыбу ловил, там, и крабов ловил, это все тяжелая работа. А корейцы вообще, азиаты, я думаю, ты слышал, что они фанаты работы, это их вся жизнь такая. Они работают обычно по 12 часов. Здесь, конечно, в Латинской Америке, мне кажется, люди вообще... Спокойно работают. Они к такому, да, не готовы бы были к такому режиму работы по столько времени. Ну, здесь день рабочий 7-8 часов, зависит от того, где работаешь. Ну вот, если где-нибудь в каком-нибудь магазине продавцом, да, или продавщицей, у тебя 7 часов работы. То есть с 9 до часу и с 5 до 8. Вот такой вот график. Ну, это нормальный график, адекватный. Да. Я считаю, что 12 часов, я и в России работал по 12 часов, вот когда в Питере жил, по сути, я работал, условно говоря, мастером-продавцом. То есть я занимался с изготовлением ключей, я их и продавал, и сам изготавливал. То есть, по сути, такой мастер-продавец. Вот. И мой график работы был 12 часов. Я так 7 месяцев работал, и дома почти не находился, только один выходной в неделю, который я тратил там на тренировку, на просто, чтобы почилить, отдохнуть, и все. И вся рабочая неделя начиналась, и вот такой график. Так что в России тоже, знаешь, много мест, где люди сверх нормы, на мой взгляд, работают по времени. Не берем, конечно, в расчет государственные какие-то работы, типа там люди в суде работают, да, какие-то еще государственные структуры, у них более нормированный график, и они поменьше работают, у них и отпуска официальные, да, есть там какие-то
когда ты болеешь, тебе платят вот, больничные, да. А если ты в коммерции работаешь, то, извини меня, работаешь, получаешь деньги, не работаешь, не получаешь. Здесь, кстати, вообще в Аргентине как с этим, те, кто на коммерцию работает, может, какие-то бонусы, не знаю, или там, если заболел человек, как вообще здесь с этим? Нет, здесь нормально. То есть, если заболел, идешь к врачу, берешь справку и как бы без проблем. А вот, ну вот здесь те, кто работает именно на государственные органы, их очень много. То есть государство как бы кормит очень много людей вот таким вот образом. Есть очень много государственных структур, которые, ну, вот милее, да, вот сейчас как раз сегодня выборы были. Я сходил, проголосовал, и вот милее, что он хочет, один из кандидатов в президенты, да, он хочет все эти структуры, как бы, мягко сказать, распилить. У него еще такой вот с бензопилой. То есть он, короче, хочет сократить государственные расходы на вот эти вот... На вот этих всех людей, да. Которые высасывают, по сути, бюджет, да? Ну, да. Возможно, кто-то лишний есть, да? Да, там много лишнего, конечно. Вот, допустим, вот есть, типа, государственный комитет для женщин. Ну, по сути, это как бы немножко феминизм, да, вот... Потому что они как бы борются за права женщин. Вот туда и входит ЛГБТ, и все это сообщество как бы. А расскажи немножко про выборы. Как происходил процесс? Вот ты сегодня пришел, проголосовал. Как вообще происходит? Я думаю, для русскоговорящей аудитории будет интересно, как у них проходят, хотел сказать, фальсификации выборов. Нет, просто выборы. Как проходит вообще процедура выбора президента и как вообще это с точки зрения обычного гражданина? Ну вот ты пришел, показал свой внутренний паспорт. Так. И тебе дают конверт. Внутренний паспорт — это ДНИ, карточка такая, да? ДНИ. ДНИ, да, ты потом покажешь. Как бы ты прошел, тебе дали конверт, и там стол, и на столу лежат бумажки с кандидатами. Ага. Ты взял бумажку с кандидатом и засунул в конверт, как бы, чтобы никто не видел, чтобы никто не догадался, за кого ты проголосовал. И пошел, вышел, положил в специальный ящик, как бы, типа почтового ящика, там отверстие, кинул бумажку, и вот и есть твой голос. То есть смотри, у них изначально, давай расскажем немножко историю. Был первый тур, да? Было сколько кандидатов вообще изначально? Ну, было их около 6, по-моему. Не, даже больше. Около 10. 10 кандидатов? 10 кандидатов, а больших таких было 4. 4, да. Это Милей Масса. Милей Масса, там еще Булрич была. Это женщина, да? Да. И, ну, это 3 самых крупных, как бы. Еще один из Кордобы, ну, за которого я голосовал, как бы, потому что он, мне кажется, самый нормальный, Скиарити. Но не самый популярный, ну, потому что он из Кордобы, как бы, не из Буэнос-Айреса, поэтому... И что интересно, что большинство людей из Кордобы тоже за него не голосовало, как бы. А мне кажется, что стоило, потому что он действительно здесь инфраструктуру поднял, построили много дорог хороших в центре, ну не только в центре, там тоже шоссе всякие, ну хорошо сделали, как бы велосипедные дорожки, все эти мосты, знаешь, ну... Ну, то есть работа его видна невооруженным взглядом, да, то есть в городе это прекрасно. Я считаю, тоже так надо выбирать кандидата, а не тот, кто много всего обещает и, по сути, ничего не меняется. Ну, вот смотри, сейчас осталось 2 кандидата, да, вышли сначала второй тур, да, во втором туре, получается, было 3 кандидата, насколько я знаю. Нет, 2. Тоже во втором туре было 2. Не, вот первый тур и сейчас второй был. Ага, то есть сейчас осталось 2 кандидата, это вот Милей и Масса. Масса. Кто за что выступает, кто и чем они отличаются, какие у них вообще программы, чтобы понимать вообще, кто, так сказать, что продвигает? Ну вот Масса, он как бы левосторонний, да, а Милей он правосторонний, то есть капитализм против социализма, так скажем. Если будет Масса, то он как бы
киршнерист, здесь были такие пиранисты. Пиранисты — это надо заново, в смысле, идти назад, в 70-е годы в Аргентине. Здесь был такой правитель Перон. Ну, они были типа социалисты, полукоммунисты, получается. Ну, поэтому здесь не любят коммунизм. После того, как они правили, они очень страну в нищете оставили. Поэтому считается, что коммунизм нехороший. Там. Это везде так и происходит, в общем. Но, как я много раз как бы спорю вот в соцсетях, я говорю, у вас здесь не такой коммунизм, как был при Советском Союзе. То есть совсем другие, о другом речь. Это не коммунизм у вас вообще был. Ну вот они типа полукоммунисты, а Милей, он как бы капиталист, но либертанианец. То есть он считает, что люди как бы... То есть государство не должно вмешиваться в жизнь людей, как бы. Я это тоже очень хорошо понимаю, как бы это хорошая идея на самом деле, но то, что он хочет перейти на доллар, меня это немножко напрягает, потому что если сейчас ты можешь печатать свою собственную монету, да, и ну там инфляция из-за этого и происходит, потому что они слишком много печатают. Но потом просто по сути будет Аргентина, ну это мое мнение, да, по сути Аргентина будет колонией США, да. Поэтому я как бы из двух зол выбираю... Меньше, да? Да. Я понял. Ну, то есть какие-то взгляды у Милея рациональные, логичные, да, и хорошие, какие-то взгляды у Массы, да? Ну, Масса, да, Масса, он как бы... Откуда он вообще? Он министр экономики, на самом деле. А сколько он уже на должности министра экономики находится? По-моему, пару лет, то есть 2 или 3 года. То есть вот эти вот самые не очень хорошие года для Аргентины, он еще и баллотируется в президенты. Да. Логика какая? Ну, логика никакой. Но тут коррупция зашкаливает, и, по-моему, он выиграет именно из-за того, что... Ну, то есть, по сути дела, он такой чувак, что он уже все знает здесь, много вот этого электората внутреннего, да, за него, и если самые бедные вот люди, которые используют социальные планы, они будут голосовать. Потому что он продлит им вот эти вот пакеты помощи, да, для них? Ну, пакеты помощи, на самом деле, слова такие, но это просто паразитизм, мне кажется, то есть люди не работают, чем они занимаются, чем как бы настрогать побольше детей, да? Да. И государство тебе платит пособия, льготы. И им незачем работать, потому что если они будут работать, будут столько же зарабатывать. Ну, во многих странах вот как раз-таки такая же проблема, потому что пособия достаточно высокие и зарплаты достаточно низкие, низкоквалифицированные. То есть, по сути, пособия и низкие зарплаты, они плюс-минус одинаковые, и люди просто выбирают, как раз, как ты сказала, путь не работать и сидеть на пособии. И если Масса, грубо говоря, выиграет, то он обещает вот оставить эту тему, и все супернищие, да, все супернищие слои, они как бы будут продолжать получать свои минималки пособия, они будут существовать, и они как раз за них... А это большое количество людей, которое в стране, мы знаем, что бедных достаточно много, да? И они все будут за него, типа, голосовать. Ясно, ясно. Ну вот сегодня как раз голосование прошло, да? Когда результаты, кстати, будут? Уже вечером, уже завтра? К завтра должны. То есть на сегодня, на момент у нас 19, да, сегодня? 19 ноября. Хорошо. Вот, соответственно, мы подождем, посмотрим, что вообще будет происходить с песо после результатов этих выборов. Песо овалится в любом случае. Мы поэтому деньги не переводим сейчас, мы ждем, когда, соответственно, будет понятно вообще, что будет с песо происходить. Ну а сейчас мы пойдем все-таки посмотрим в супермаркеты, который называется Мариана. Мариан Макс. Как раз про тебя. Да, меня зовут Максим, Мариан Макс, все сходится. Мы сейчас пойдем, посмотрим, покажем вам продукты, покажем вам цены и сравним, соответственно, с ценами в России. Потому что я знаю, что меня очень много смотрят с Аргентины людей, и им будет интересно посмотреть, сколько те же самые продукты стоят у нас в России вообще. И мы, соответственно, все это покажем, выведем, поэтому не переключайтесь, будет очень интересно.
типичный супермаркет. Мы сейчас пройдем как раз-таки к товарам, продуктовым товарам. Потом уже покажем, соответственно, что у нас вообще в целом есть, что здесь продается. И немножко пробежимся по ценам на какие-то другие товары. Вот здесь есть Grand Diet, это диетический магазин. Вот, да, диетическая вещь. И здесь, по сути, можно посмотреть, но он маленький. Надо бы постараться успеть. Вон Рапипагу известный, да? Там, где можно оплатить всякие налоговые. Ну что, пошли вовнутрь? Да, поехали. Вареная сгущенка. По сути, аналог вареной сгущенки. На вкус один в один. Очень вкусно. 1000 песо. Ну, в среднем от 700 до 1000 песо. Здесь мы выведем, соответственно, сколько это будет в долларах и в рублях. Разные, вообще огромное количество и формы, какие они бывают побольше, поменьше, и марки. То есть у нас в России там 2-3 марки максимум. Все, здесь вот целый стенд. Здесь у нас что? Варенье. Есть персиковые. 1090 песо. Есть и это сливовое. На самом деле мы уже попробовали варенье здешнее. Ну, на любителя. Не особо понравилось, особенно клубничное. Есть с чем сравнить. В той же Турции клубничное показалось повкуснее. Здесь клубничного пока нет. Не видим. А вот. Это малиновое. 1067 песо. Нет, это клубничное. Клубничное, да, малиновое не видно. А вот черника. Черника. Голубика. Ну, оно просто... Голубика и клубника здесь как бы самые распространенные ягоды. Так, здесь молочка, да, начинается? Так, вот мы видим как раз стенд с молоком, молочные продукты, вот это все молочка начинается. Вот давайте возьмем какое-нибудь, я не знаю, молоко. 1%, 449 песо, пастеризованное обычное молоко. Здесь есть также и чуть подороже, вот, 593 песо. Тут у нас, а вот 3%, 469 песо, чтобы вытащить. Вот. 3% с кальцием. Кстати, вот эта молочка, она с консервантами, поэтому она подороже. А вот то есть она дольше хранится и она подороже? Да. И вон там есть подешевле, но без консервантов. Так, давай показывай, где подешевле, где без консервантов. В таких вот пакетиках. Вот это? Да, ты можешь знать, с консервантами или без. Вот там написано на упаковке «Larga vida», то есть длинная жизнь, да, получается. Они дольше стоят, ты можешь их открыть. Да, я сейчас возьму и как раз-таки покажу. Так. Larga vida. Угу. Окей. И оно стоит подороже. А это типа супер натуральное, но оно быстро портится, да? Да. Цену не видно. Сколько? 560. 560. 3%. Едем дальше. Давай сразу, вот у нас здесь масло. Вот это все сливочное масло. Тоже ценники от 700, грубо говоря, песо до 800, до 900. Вот у нас 986 есть. Возьмем натуральное масло. 82% жирности коровье. Слушай, Боря, мы покупаем вот, собственно, вот этой марки масло. Оно и подешевле, и, собственно, нам оно нравится. Вот что ты обычно берешь? Что посоветуешь вообще? Какое масло? Ну, я беру вот или Супер Прессио, так, или Пример Премиум. Почему? Именно их? Мне просто больше нравится. Да. Вот еще тоже очень хорошая Ля Паулина марка. Оно может чуть-чуть подороже, но стоит его брать тоже. Считается одной самой хорошей маркой здесь. Так, сейчас мы состав посмотрим. Состав я не вижу.
Ну, это чистое масло. Вот состав в Испании, допустим, там очень много добавок, а здесь в Аргентине очень хорошая продукция, именно молочная. Так, с маслом понятно. Кстати, да, вот миндальное молоко, альмендра. Но оно подороже, чем обычное, то есть Ну, уже конечно, 1500 здесь. песо идет. Вот. Это, кстати, вот тоже любят всякие веганов. ППшники, да, и те, кто исключает все жиры, животные, да, какие-то. Веганы или вегетарианцы? Боря, расскажи вот про вот эти значки, что они означают. Ну, вот здесь говорит, слишком много сахара, да? Так, это значки, которые оповещают покупателей о том, что здесь что-то превышено, да, какая-то норма? Превышена норма. Ага. Здесь слишком много сахара, Так. слишком много жиров, слишком много натрия получается. То есть, по сути, значков может быть и больше. Сколько тут максимальное может быть значков вообще? Ну вот здесь 4 есть, например. 4. Я больше 4 и не видел. Грасса сатурада – это прожаренные масла, получается, прожаренный жир, да? То есть повышенное содержание там жиров, да, каких-то лишние калории, по сути. Вот здесь поменьше, да, вот здесь 2 только. Калорий много. И То есть, друзья, вы по сути можете просто по вот этим значкам понимать, насколько там повредит вашей фигуре какой-то продукт, там повышенное содержание. Опять же, смотрите состав и количество калорий, которое есть. тоже хотелось бы сказать, что не во всех марках это присутствует сейчас. Если люди ищут как бы улучшить свой стиль жизни, они как раз на это обращают внимание. Ну вот смотри, вот, например, ну вот здесь, да, вот здесь же ничего не написано вообще. Здесь нет никаких маркеров на масле. Хотя в масле много калорий. То Да. есть, по сути, оно тоже на фигуру влияет. Почему-то нету маркера. Должны были бы сказать, здесь много жиров, да? Жиров Жиров немного. немного, да? Наверное, да. Ну, кто ест масло просто ложками? Обычно добавляют На куда-то. хлеб, да. Так, вот, что у нас здесь? Это что-то типа намазывать на хлеб, какие-то сыры плавленые, там, Плавленый творожные сырок, да. сыры. Что посоветуешь, что из этого ты кушал сам и вообще, что вкусное есть? Ну, плавленый сыр здесь Финляндия, мне нравится. Вот эти, да? Вот эта марка? Да, Финляндия. Финляндия. Здесь есть разные марки, но мне нравится Финляндия. Так, смотри, вот это зеленая, это синяя, это голубая. Чем это все отличается по цветам? Ну, это разные типы как бы сырков. Так, здесь написано у нас Sabor Original. Оригинальные. Оригинал. Но это зеленое, это самое полезное, как бы. Здесь Типа меньше жиров, да? меньше там? жиров, да. То есть процент жира отличается по Здесь цветам. жир, Классико. да, Классику. классический. Есть вот такой вот белый. Ну и Это light. light. Это Light. вообще обезжиренный, наверное, Обезжиренный, да? А вот это, то, что мне нравится, это чедар вот этот вот. Покажи. Очень вкусный. да? Чедар. Это сыр чедар. Короче, это творожная масса, которую обычно на хлеб намазывают, да, и кушают там на завтраки или еще какие-то перекусы. Да, это типа сплавленный, ну это плавленый сыр, это и есть. Да. То есть рекомендуешь Финляндию, да, марку? Мне нравится. Да. Окей. Вот касан крем, то, что вам нравится. Аналог сметаны. Ну это сливки как бы. Касан крем, да? Да. Есть еще, как мы покупали, кеса крема. Кеса крема. Чем отличается? Ну они оба кеса крема, мне кажется. Если ты здесь посмотришь, здесь что говорится? Кесо бланко, то есть сыр, белый сыр получается. То есть можно в целом использовать как замену сметаны, да? Ну, это как бы сливки, смешанные с сыром. Здесь есть именно сливки, которые более жидкие, да, и они более напоминают сметану, мне так кажется. Они называются крема де лечи. Крема де лечи. Мы еще покажем, кстати, крема де лечи. Вот аналог сырков, да, как он называется? по-русски? Творога. Творога. Аналог творога. Рикотта. Друзья, рикотта очень похожа на творог. Вообще это и есть творог, только он слегка подсоленый, да? Идет уже подсоленый. У нас он не соленый, здесь он немножко подсоленый. Стоит
1215 песо за 500 грамм. А здесь же, опять же, выведем все. Ну вот, красный это 3%, а зеленый это 1%, да? Ну и с молока, соответственно. Давай дальше. Вот сыры у нас начинаются. Кремоса. 1813 за кусок. Мягкий сыр, да? Да, вот это хорошая марка, кстати, ты взял Паулина. Паулина. Считается здесь одной из самых лучших. Вообще, почему именно такой сыр используют? Он такой мягкий, Мягкий. необычный, да. Да, как да. его Он кушают? хорошо вообще? плавится, то есть ты его смешиваешь, допустим, положил кусочек с макаронами, да, он расплавился и стал такой тягучий. Или там с рисом тоже очень вкусно. Взял, порезал кусочек, просто перемешал. То есть его часто используют для приготовления каких-то блюд, да? То есть его не кушают там с бутербродами, как обычные Просто сыры? так нет. Просто так не кушают. Вот именно Всё. вот Мягкий такие сыр мягкие. добавляют в приготовление блюд, пасты, гарниров. Ну, вот это вот интересно. Провалета. Это сыр специальный такой. Ты его ставишь на решетку, на угли, Так. и он начинает плавиться. Он со специями, то есть остренький, очень вкусный. Как его едят-то потом? Вот он расплавился. И... Ну, он расплавился, и ты берешь там вилкой, и можешь мазать на хлеб, да. Или можешь просто так тоже есть. Так, что у нас? Твердые сыры. Это у нас... Queso criollo Tregar. А сорт какой? Ну, это простой сыр, как бы для нарезания, для бутербродов. 1850 песо. Так, есть вот, кстати, сыры с плесенью. Синий сыр. Да, синий. Он такой... Он сильный. Сильный, концентрированный, такой прямо... Ты вообще кушаешь его? Берешь? Ну, я беру иногда, как бы, чтобы сделать пиццу из нескольких сыров. Вот он очень вкусный, но его надо как бы крошить чуть-чуть, чтобы немного было. Потому что у него вкус действительно сильный. Ну, как будто бы взяли сыр и умножили еще на сыр, и получилось Да, такой маленький. концентрированный Да, сыр. концентрированный. Это марка сыра такая, да. Так, вот есть еще, что у нас? Сыр с дырочками. Похож на Маздам, на наш, да? Классический голландский сыр, да. Но с большими крупными дырками. 1780 песо. Вот сыры для того, чтобы натирать. То есть они еще твердые, Они да? твердые, да. Как пармезан, типа того, да? 2000 Здесь песо. называется рехианито, вот такие сыры. Рехиано. Это типа тоже для приготовления чего-то, да, используют? Ну, это обычно тоже в всякие пасты его натирают, и получается вкусно так. Короче, сыров миллион, готовить из них можно все, что угодно, и для любого блюда есть определенные подходящие сорта сыров, которые можно использовать. Ну что, пойдемте дальше? Ну вот йогурты. Дети обычно на завтрак здесь едят йогурты. Очень часто с этими самыми, как они по-русски сказать? А с хлопьями? Хлопьями, да. А как по-испански? Сериалис по-испански. Среалис. Сериалис. То есть здесь дети очень много пьют молока, как бы молочную продукцию, именно йогурт. Вот у нас в России как бы кефир больше пьют, а здесь именно йогурт. Ну вот смотри, внизу у нас все питьевые йогурты. Здесь у нас стоят вот обычный Потверже. йогурт, который потверже, да, который ложкой кушать. Вот давай возьмем какой-нибудь, не знаю, вот питьевой йогурт. Тригар не пробовал. Манфрей это среднее качество, да, вот Манфрей. Какое самое топовое, прямо лучшее? Ну, считается Серениссимо здесь хороший йогурт. Так, а мы можем показать его? Вот Серениссимо. Вот. Вот это считается... Ну, хорошим, да. Ты посмотри цены, 1300, да? Так. Против другого йогурта Активия, кстати. Вот смотрите, это Активия. Вообще, по идее, это тоже как бы хороший считается. не аргентинская марка, да? Но он в 2 раза дешевле, чем местный, да? Ну вот именно мне что нравится, это вот этот вот йогс. Он среднее качество, но Вот это, хороший, да? Сколько он стоит? 1079 песо. Кстати, вот, смотрите, пироги какие продаются. Это уже не совсем ППшная тема, но зато очень вкусная. 800 песо пирог. Торта Матера. Торта матера, оно так и переводится, что это торт для маты.
Для маты? Для маты. Это что значит? Ну, ты режешь... Пьешь маты Пьешь маты и кушаешь торт. кушаешь торт. Вот, пожалуйста. Так, кстати, вон тортики продаются. Тоже можно показать. Давай покажем. Вот у нас 3500 песо за тортик. А сколько грамм, непонятно. Ну, где-то грамм 800, судя по виду. 4,5 килограммовые. 4, видишь, одна уна, да, за одну штуку. И пирожные, да, всякие печенья у нас здесь. Вот, кстати, то, что мы сегодня на завтраке ели, медиа луна. Вот они прям так и называются. Вот 150 песо, 155 песо за одну штучку. Медиа луна. Аналог круассанчиков. Вот, кстати, круассанчики. А вот уже классические, да, круассанчики. 654 песо. А вот это уже напоминает что-то наше. Кексы с изюмом. 1431 песо за вот этот кусок. А вот типичная аргентинская еда – альфахорес. Я, кажется, знаю. И ты скажи, правильно или нет. Внутри сгущенка, вот это вот дульсе де лече, внутри прослойка, да, и сверху два мягких типа бисквита. Что-то типа того, да. 1265 песо за пачку. Класс, погнали дальше. Как они по-русски называются? Вот это вот. Тесто. Тесто для пиццы. Тесто для пиццы? Да. Здесь по-аргентински называется припицца, то есть перед пиццей. Припицца. Прикольно. И, кстати, на ней огромный знак. Что он значит? Содио. Содио – это натрий. Натрий. В целом все равно. То есть это много солей, много соли, да? Да, много соли. Окей. Что, погнали дальше. Булочки для сэндвичей или для хот-догов. Борис, расскажи, как используют аргентинцы вот эти булочки? Что они с ними делают? Ну, это специально для сосисок. То есть ты разрезаешь, и в центр сосиски кладутся. И... То есть это хот-доги, по сути дела, да? 559 песо за 6 штучек. Вот, кстати, сосиски. Да, вот тут недалеко от самого хлеба, да, то есть для хот-догов булочек, вот они сами сосиски, которые они используют для хот-догов. Как выбирать вкус на сосиски в Аргентине? Я обращаю внимание в России на содержание белка. Чем больше белка, тем, мне кажется, качественнее сосиска. Как здесь, по цене? Ну, ты тоже спрашиваешь у вегетарианцев. Да, точно. Я без понятия, честно говоря. Нет, окей. Ну, вы можете использовать в целом мою схему. Я просто смотрю на количество белка и количество жира. Ну и на цену. Соответственно, самый дешевый не беру. Беру либо средний, либо повыше стоимость. Вот, смотрите, здесь 500 песо за вот такие вот 6 штучек. 6 штучек здесь есть. 859 песо, соответственно, уже подороже. Не факт, что вкуснее, но я бы, наверное, смотрел на эту цену больше. Да, я тоже предпочитаю платить подороже. Да, вот смотрите, даже, может, 330 песо. То есть, ну, вряд ли там вкусное мясо. Я не уверен. Я бы не стал такие брать подешевле. Боря, нарезка колбас. Ты их не берешь, я знаю. Ты вегетарианец. Давай попробуем все-таки выбрать хорошую. Здесь некоторым нравится людям мортаделла. Мортаделла, да? Это, по сути, докторская колбаса. Да. 585 песо. А другим людям больше нравится хамон, да? Вот это, ну, типа ветчины, да? Ветчина. Вот, ветчина. Вот мы ее постоянно берем, мы советуем в целом сами. 800 песо за вот эту упаковку, 250 грамм. Очень вкусно. Никаких сюрпризов. Тупо ветчина и без всяких там странных привкусов. Боря, что вот это такое? Что за жир? Это жир, свиной жир. Так, его используют вместо масла, чтобы жарить, да? Иногда топят, как бы, и что-нибудь. Вот такого жира. Он реально жирный, у меня уже руки жирные стали. Ну, тоже, только пачка больше и твердый. Это уже говяжий, ну, в смысле... Говядина, да. Говядины, да, жир.
Так, друзья, вот мы нашли колбасу, которая опять же, по всяким видосам, которые мы посмотрели, люди советуют и говорят, что очень похожа на докторскую колбасу. Мы ее купили, мы ее попробовали. Она действительно похожа на колбасу, но она немножко цвета такого не очень приятного, она такого темно-бордового цвета и, ну, ощущением немножко портит. И в целом по вкусу тоже немного отличается. Но если вы прям сильно соскучились по русской колбасе, вот это можно взять, не расстроитесь, в общем, вкусная. 2800 песо за 500 грамм, то есть за вот эту упаковку. Это что у нас такое? А, это уже лепешки такие, да, чтобы завтраки готовить. Вот видите, здесь даже показано. Мы, кстати, сегодня утром такое делали с женой. Мы просто заворачивали колбасу, яйцо, что еще? Сыр. И вот просто обжаривали на сковородке. Вот такие же штучки получались. Так что в целом лепешки тоже рекомендуем. Да, вот оно, 750 песо. Вот, также можно вот сыр. Здесь, во-первых, удобно, что они подписаны. Регионитта, да, это буква Т. Гауда, всем знакомая. Фантина. Фантина — это здешняя марка. Здешняя марка. Неплохая, да. Не знаю, кордовская, но и аргентинская. Угу. Ну, это Санко. Хорошая фирма, нет? Ну, это, да, неплохая. Так, вот есть Падеграс. 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 Вот этот мне нравится сыр. Хороший, да? Не сильно твердый и с большими дырками. Да. Вот Борис рекомендует. Боря, смотри, мы подошли к прилавку хлеба, мы видим здесь нарезки запечатанные. Вообще советуешь ли ты такие брать или, может быть, что-то есть повкуснее и получше? Ну, здесь очень много консервантов, во-первых. И, ну, так как большой супермаркет, они как бы не очень заботятся о здоровье, да, людей. Им больше интересно, сколько будет лежать. То есть, ну, время. Сколько пролежит. На прилавке. Так, и что ты советуешь? Ну, я советую просто ходить в булочные, именно магазины, где во время того, как ты придешь, там можешь попросить дать тебе свежий хлеб. Да? То есть он уже будет горячий, свежий? Горячий даже, может быть. Да. Намного вкуснее, поэтому рекомендуем ходить все-таки в булочные. А они практически везде есть. Да, очень много, да. В любом квартале, да, вот в этом вы увидите булочную рядом со своим домом. Так, друзья, мы еще пришли к прилавку, вот видим здесь копченая колбаса. Мы уже попробовали несколько штук, и вот, например, вот такой экземпляр, на самом деле, на нашу колбасу очень не похоже, и на самом деле напоминает просто сырое мясо. И пока мы еще копченую колбасу здесь не встретили, вкусную. 1390 песо. Ну вот что это, похоже просто на котлету какую-то расплющенную. А вот эти вот экземпляры, про которые я сказал, они стоят 3300 песо. Вот за такую палку. Так, вот мы подошли к прилавочку, где у нас лежат, насколько я знаю, тесто. Тесто для местных пирожков. Вот, Боря, что с ним делать вообще и насколько это вкусно вообще? Ну, это хорошее тесто, кстати. Ну, мне нравится делать пирожки из него. Я сам делаю, то есть очень удобно брать просто тесто. Так. В него положил там, допустим, пюре из картошки с сыром, да, и завернул. И получаются пирожки с картошкой. Угу. Ну-ка, поближе подснимем. Можно с мясом, конечно, можно просто с сыром, есть с луком. Ну, тут много, тут 12 штук. Здесь разные. Вот здесь есть специальный, это называется эмпанада, масса para empanadas, то есть тесто для пирожков. А здесь есть специальные пирожки, они треугольной формы, называется empanadas árabes, то есть арабов, типа пирожки арабские, да? Арабские пирожки. Прикольно. То есть не нужно делать тесто, не нужно вот это вот всем заниматься. Уже купил просто готовое, начинку положил и... Закатал и все. И все. Готовится также в духовке, да, верно? Да, очень легко делать все. Класс. Ценники, сами видите, 300 песо, 400 песо. Недорого стоят. Давай вот расскажем про вот эти вот
Равиолис – это аналог наших похожих на российские пельмени, да? Пельмени, да. Это и есть пельмени, они только поменьше, видишь, они. Равиолис, они которые поменьше. Вот капеллетис, они вообще очень маленькие, самые маленькие, да. То есть есть три типа пельмень. Равиолис – это средние, Так. капеллетис маленький. И, как я сказал, Большие самые. есть большие, да. 1600 песо за килограмм. Вот за вот эту огромную пачку. Premium, son martotonelo, vienen congelados. Están por el pasillo. El primer freezer de todos. Ese Sorrentino. tiene Sorrentino, sí. Ну вот, я спросил у человека, как называются. Вот здесь есть капеллетис, равиолис и соррентино. Соррентинос, они самые большие. Но они самые вкусные, потому что здесь на самом деле очень мало начинки. В основном тесто, да? Какие начинки посоветуешь? Что вкусное есть? Ну, есть начинки с мясом, есть начинки с сыром, есть с творогом тоже, рикотта. Мне нравится с сыром. С сыром, да? Да. Мы видели с шпинатом, по-моему, брали, нам не понравилось. Вообще вкуса не особо Да, чувствовалось. не очень. Мне тоже. С рикоттой еще не пробовали. Как с рикоттой, кстати? Неплохо, мне нравится. Да? Класс. Так, вот мы решили себе, кстати, взять бумажные полотенца. Вот Боря советует вот эту фирму Элеганте. Какие советуешь? Элегантные? Ну, элеганты, это просто у него хороший, как бы, и цена. Хорошее качество, 60 метров, да, в рулоне? Нет, 60 штук в рулоне. Так, 60 штук стоимость, 829 песо за вот такую упаковку. 3 штуки здесь. Сейчас, кстати, в России такая тенденция, что все шоколадки, они уменьшаются в размерах, потому что цена постоянно растет, и чтобы люди не особо видели разницу в цене, они просто уменьшают количество граммов шоколадки. Здесь мы в Аргентине встретились с тем, что здесь шоколадки, наоборот, больше, чем стандартные, то есть они даже больше, чем 100 грамм некоторые, 110, там, 150 грамм. В России уже ужались до 80 грамм, а раньше тоже стандарт был 100 грамм. В Турции мы тоже, кстати, встретились с тем, что уменьшают шоколадки, и цена еще растет, и мы приходим в магазин такие спустя там полгода, а раньше шоколадка была 100 грамм, например, стоила, там, не знаю, 50 лир, сейчас она стоит уже 60 лир, но шоколадка уже 80 грамм, а не 100, то есть та же самая, да. А здесь в Аргентине не видно пока такого. Вот, кстати, еще нашли, так сказать, что-то привычное для нас, да, это вот видим что-то напоминающее халву, мы видим парочку разных вкусов, вот есть темная халва, хотя написано классико, 4, заметьте, 4 предупреждающих знака, в общем, много всего неполезного, много калорий. Боря, пробовал же ты что-то из этого? Ну вот это мне нравится, мантеколь называется. Ну, это и есть халва на самом деле. Халва, да? Она сильно отличается от нашей? Да не, вроде одно и то же. Одно и то же, да? Хорошо. Так, мы здесь видим что-то напоминающее кексы наши, да? Боря, расскажи, что это, с чем вообще, что это за десерт такой? Ну, это и есть кексы, они называются будин. Их очень часто пьют с маты. Так что очень рекомендую, мне нравится. 700 песо за один кекс, кстати. Выбор большой всяких разных. Кстати, еще очень похоже на обычные наши куличи. Это тоже будины, да? Просто другой формы. Вот видишь? Пандульсы называется. Пандульсы. Обычно его берут на Новый год, на Рождество. То есть это как подарочное что-то идет, такое более праздничное. Точнее. Да, это для праздника. Да? Мы, кстати, брали пробовать один из таких. В целом неплохо. Напоминает наши, да, куличи. Только они без вот этой белой шапки, да. У нас куличи обычно сверху вот эта белая шапка. Из чего Здесь она? тоже есть. Да? Надо поискать, но есть тоже. Но не настолько часто, как у нас, конечно. Так, ну мы наконец-то пришли в самый важный отдел для тех, кто сюда постоянно ходит. Туалетную бумагу. Боря, что брать? Какая лучше? Какая качественнее? Мне нравится вот это вот. Элегант. Все Потому что элегантно. она мягкая. Для попы как бы. Самое то, да? Сколько она стоит? 1200 песо. 30 метров, да, здесь? Здесь есть поменьше. Вот. То есть, в смысле, Нет, это премиум макс 80 метров. не такое хорошее качество, как бы.
чуть похуже качество, но Побольше рулон, да? он потверже, как бы бумага потверже. Окей. Может царапать. Ясно, давайте двигаем дальше. Боря, здесь солдат один продается. Солдат. Только один солдат и чуть-чуть есть. О, кстати, Oral-B вообще первый раз вижу. Не, солдат это по-русски, а по-испански кольгаты. Это означает повешься. Ну, в смысле, Повешься? повешься. Да. Ужасно, как я не хочу такую пасту брать. Если она такие значения Это имеет. американская паста. А вот это вот, Sense... Sense 1 это одна из самых хороших паст. Посмотри, по цене видно, да. 1950 за 100 грамм. Это где-то 80 миллилитров. А если мы возьмем какой-нибудь Colgate, он уже стоит 669 песо за вот такую. И здесь у нас 90 грамм, чуть поменьше, но в 2 раза дешевле. Кстати, еще такой вопрос, Боря. Здесь нету геля для душа. Точнее, он есть, его трудно найти. Если мы там были в России, их целые полки, гель для душа, где моют тело. Здесь с этим мы не поняли сначала, мы даже не нашли. Тут есть какое-то мыло для тела, да, типа? Мыло, да. Мыло для тела. Ну, гель тоже здесь продается, как бы. А чем пользуются аргентинцы сами? Они мылом моются? Мылом, да. Мылом, реально. Просто нету геля, покупайте мыло. Не, есть гель, просто большинство пользуются, как бы. Обычным мылом, да? Да я и тоже, как бы. Ну вот, кстати, мы видели здесь, в других странах не видели, что Рексона делала мыло. Обычно у нас Рексона делают только дезодоранты и все, да. А здесь и прямо огромная полка мыла всякого разного. Вон, кстати, есть несколько сразу. Цены, да, давайте сразу по ценам. 300 песо. Это уже подороже, здесь 3 штуки, 781 песо. Здесь специальное мыло есть, которое не раздражает. Типа гипераллергенное, да, или как? Ну да, чтобы не сушило кожу сильно. Гипоаллергенное. Глицерина, вот. Вот мыло глицерина, из глицерина. Оно специально, так как оно не сушит, очень рекомендую им пользоваться. Написано... Типа им можно уже мыть тело постоянно, да, ежедневно? Ну да, Пересушивает кожу. не пересушивает кожу. Сколько оно стоит? 740 песо, оно подороже. Ну да. За одну штуку. Так, и вот мы наконец-то пришли в один из самых главных отделов, который будет интересовать русскоговорящих, которые приезжают сюда для того, чтобы рожать здесь малыша. Памперсы. Борис, давай, у тебя опыт есть 2 детей, что посоветуешь, какие цены здесь, сейчас тоже все покажем. Ну, здесь считаются хорошие памперсы, именно как марка, да, вот эти вот. Но я брал Huggies. Huggies очень хорошо идут, кстати. То есть памперсы, они... Памперсы подороже чуть-чуть. подороже? Но я большой разницы не видел между Huggies и... Я брал и те, как бы, обе хорошие, как бы. Ну, давай сразу и Huggies покажем им. 7,690 песо, Ну, там 68 штук. Да. Размер это уже с 2 месяцев где-то. К это большие, гранды. М2. Средние. Средние, да? Medium. Вот экстра грандес, то есть очень большие. Ага, это уже от 14 килограмм. До 14, да, килограмм? Вот это что значит, Боря? МАЗ, Д... Больше 14 килограмм. Больше 14, да. 50 штук. Вот здесь Даффи. Я не брал, не пробовал. Это уже местное, да, что-то? Но про местное я могу сказать вот про этих. Baby Sec очень не рекомендую. Как бы раздражается кожа у ребенка. Они и подешевле, но качество хромает. И вот они же, да? Baby Sec 4900 за 68 штук. А чем они плохие? Но они как бы не так хорошо впитывают влагу, да. То есть ребенок описался и потом остается как бы влажным, это раздражает кожу ребенка. Так что рекомендую. Вот экономичные Huggies, они поэкономичнее, чем памперсы, но хорошее качество. Класс. Какие посоветуешь? Блин, ну это хороший вопрос. Так. Что у нас здесь?
Салфетки. Боря, здесь тоже со влажными салфетками не все круто. То есть выбор небольшой. Да. И салфетки достаточно дорого стоят. Ну, как бы зависит от того, чем вы пользуетесь. Вата и специальный гель, чтобы протирать ребенка. Вату и гель использовал, да? Да, я не пользовался салфетками. Не использовал, неудобно. Так, друзья, мы вот как раз-таки напротив памперсов находимся. И здесь есть взрослый отдел для, так сказать, для пожилых людей, у которых какие-то проблемы, да, есть. И вот здесь продаются как раз-таки пеленки, которые вам пригодятся для ребенка. Они продаются не в детском отделе, а именно во взрослом. 60 на 90 размер эти пеленки обычно вот все используют. Удобно. И стоят они 3200 песо. За 3200 песо. За 10 штук. Так, здесь у нас отдел шампуней, да. Дезодоранты, шампуни. Давайте с дезодорантов начнем. Вот Nivea отдел, целое огромное количество. Мужские 72 часа стоят. А ценника здесь на них нету. Хорошо, возьмем Axe. 97 грамм, 619 песо. Дезодорант мужской. Давайте женский посмотрим какой-нибудь. Вот женский отдел. Rexona 72 часа, 916 песо. То есть ценовую политику вы примерно поняли. От там 600 до 1200 песо. Grabar, sí. Es para contenido de YouTube. Nosotros estamos viendo los precios, ¿viste? Como somos... Dale, gracias. Что, нормально все? Сейчас просит. Получаем разрешение на съемку, да? Ну, сейчас я ей скажу, что типа мы рекламу бесплатную сделаем. Да, кстати, из шампуней мы видим в целом все то же самое, что и в России, что и в Турции, и в других странах. Вот есть DAF, 1130 песо за 400 миллилитров. Шампунь для женщин. Пантин также есть, которые чуть подороже, 1250 песо за 400 миллилитров. У нас в России, по-моему, вообще такая упаковка рублей 500 стоит. Здесь подешевле. Так, что у нас для мужчин есть? Мужчин не обидим, тоже для них есть DAF Man Care. Это что-то местное, да? Тио Начо. Выглядит красиво. Симпатично. Дядя Игнасио. От дяди Игнасио. Дядя Игнасио, ну, не посоветует плохого, я считаю. Вот что такое Седал. Ну, это марка. Это аргентинская или... Не, по-моему, это импортная. Что-то импортное. 660 песо, еще дешевле в половину. И вот такие большие упаковки, 741 песо, почти литр. Шампунь. Это аргентинская, по-моему, марка Плюбель. Ну, Эва, новинка. Правильно? Новинка. А это вот уже для женщин. Не вижу, что это. Кондиционер? Кондиционер, да. Кондиционер, да? Распространены порошки жидкие, да? У них. Удобная вещь или порошок обычный лучше? Знаешь, я не пробовал. Сколько у нас стоит? 880 песо за 800 миллилитров. И за 3 литра, сейчас узнаем, 1990. 2000 песо. А вот порошок с интересным названием Zorro. 3 килограмма Zorro. О, да, мы вот такой взяли. Зорро это по-испански лиса. Лиса. Хороший, нет? Порошок, как считаешь? Ну, так себе, да. 2200, короче, 2280. Вот у нас Средние. ценовой категории, да? Среднего качества. Среднее качество. А самое хорошее качество какие порошки? Ну вот Аля. Я беру всегда Аля. Аля? Вот это, да? Так, это жидкие, а вот... А вот я беру твердый, но сейчас я их не вижу, чего. Кстати, вот есть тоже Ариэль. Да, помимо местных еще есть импортные. Немножко подороже, чем местные, но цена практически не отличается. Для матик. Kстати, вот это матик, это означает для этих самых, для стиральных машин. Матик. Надо искать сильно. Hi. Hola. ¿Hablan español? Sí. Ellos más o menos. ¿Están haciendo un video ahí, algo? Sí, para YouTube. My channel? Where are you from?
Белоруссия. Руссия. You can... Oh, sorry. Thank you guys. Subscribe See to you. me. Yes. Скоро Рождество, скоро Новый год. И, соответственно, вы можете видеть, что здесь уже выставили разные елки, продают. 24 тысячи песо. Как вам елка? По-моему, голая. Ее нужно чем-то заполнять, а то она иначе так совсем грустно Да, выглядит. очень что-то дырявое. Видишь, да, здесь номер есть 1, 2, 3. Прям третью вообще не хочется покупать, да? Какая-то совсем грустная. Дождики, разные украшения. Вижу, что тоже все недорого стоит. Вот, например, дождик 500 песо стоит. Вот этот вот. Как у нас в России дождик. Ну вот смотри, хорошая елка. Да, вот это уже Но вот здесь уже подороже. подороже. Вот это неплохая, средняя, но цена 50 тысяч песо. Кстати, может быть, есть какие-то особенности, которые вот как вообще местные вот покупают елку, наряжают они плюс-минус так же, как в русскоговорящих странах, да? Ну, приблизительно. Просто у нас елки побольше, конечно, потому что как бы рубят деревья, да? Щепки летят. У нас вообще с этим не церемонятся. Принесли огромную в 2 метра, поставили, она ж гнется. И типа, а здесь А здесь именно вот такие елочки. все маленькие, да, окей. Как-то ее по-особенному наряжаешь, там что-то есть такое, что свойственно именно Аргентине, там как-то не... Нет, честно говоря, то же самое. Все как то же бы. самое, да? Есть звезда на верхушке и там гирлянды всякие. Вон, кстати, продаются, можешь поснимать. А подарки они кладут под елку? Под елку, да, конечно. Кладут, да? Блин, еще и подарки надо будет покупать помимо елки. Еще Ну, надо что-то положить туда? Конечно. Окей. Жене подарок обязательно надо сделать. Вот, жене подарок. А, кстати, кто не знает, моя жена сейчас снимает этот влог, и она на последнем месяце беременности, ей уже не так просто, но она молодец, что решила выбраться и поснимать нас. Класс. Последняя неделя, да? Да, возможно, сейчас прям после выпуска поедем рожать. Так что, если прервется видео, то знайте, что у меня уже появится ребенок. Пойдем в отдел алкоголя. Алкоголь. Видеоблог видеоблогом, но к дому тоже надо что-то прикупить, поэтому мы купили швабру. Палка стоит 1000 песо, а эта штука, которая одевается на, собственно, на эту палку, она стоит 1668 песо. Теперь дома будет чисто. Наконец-то. Кстати, Боря, что используют на гарнир аргентинцы? Что они обычно едят с мясом, там, с овощами? Что они готовят? Ну, обычно рис, конечно. Вот можете посмотреть на цены. Давай я сразу какой-нибудь возьму. Вот возьмем за 1100 вот песо, килограмм. Такой, как будто бурый даже рис немножко, темноватый. Какой посоветуешь, какой вкусный, какой ты готовишь обычно? Я беру вот этот, 2 брата, dos hermanos. 2 братишки. 1000 песо. Среднего качества, но подходит нормально. Так, что еще, кроме риса? Ну, кукурузная каша, да. Вот, кукурузная каша. 366 песо, здесь 500 грамм. Что можно сделать с кукурузной кашей? Ну, это можешь сделать молдавскую мамалыгу, да. Это как бы лепешки из кукурузной каши. Ну, прикольно. И с сыром. Вкусно получается. Я вот здесь выведу, как это выглядит. Окей. Просто можно ее отварить, да, и использовать как кашу обычную, да, как мы Да. делаем. Хорошо. Я что- детям всегда делаю. Да, нам тоже нравится. Мы тоже часто ее готовим. Так, Боря, мука. Расскажи, пожалуйста, как ее интерпретировать, какая что означает, какую использовать, потому что выбор огромный. Да, вот здесь, например, мука с дрожжами, левадура называется по-испански. Давай я возьму сразу. А вот без дрожжей здесь специальные, вот масса мадре называется. Это как бы, ну, это тоже типа бездрожжевая, но как бы, я не знаю просто как по-русски это сказать. Это специальная масса, специальное тесто типа мать, да. Из него делаются Пиццу, здесь пицца нарисована, да? пицца, да. То есть, по сути, это уже готовое тесто для пиццы, да? Оно уже... То есть Только его в просто, порошке. там ничего добавлять не надо, просто замочил как бы Интересно. и сделал. Это уже у нас для кондитерских каких-то, да, изделий. Да.
И это тоже уже готовая, да, какая-то мука? Это мука очень мелкая, как бы, для кондитерских изделий. Боря, здесь какие-то нолики. Что это вообще обозначает? Чего они? Но есть мука простая, как бы, грубого помола, там 3 нуля. А вот которая получше, это 4 нуля. Она более мелкая, да. Вот 3 нуля есть. А вот 3 нуля, да, вот. Она типа похуже качеством, да? Да. Ну, грубый помол получается. Цены вы сами видите. 490 песо, 436 песо, 360 песо. То есть она и подешевле. То есть 4 нуля подороже. Так, здесь что у нас? Здесь ничего интересного. Так, вы можете видеть цены на лук. 369, кстати, цена немножко поднялась. Ну, лук обычный. Выбирайте внимательно. Картошка 559 песо. Картошка тоже в целом нормальная, обычная. Чеснок есть. Есть лимоны 250 песо, 530 песо. Кстати, здесь цены немножко подешевле, чем у нас в Диско. Вот, например, мы видим сразу апельсины, да, 470, у нас там под 600 они стоят. Ананасы есть. Апельсины вот эти вот похуже, они такие вот, где-то зеленые, но вы не смотрите на это, они такие же вкусные, они такие же сладкие, чем вот эти вот. А, это вообще грейпфрут. Это грейпфрут. Грейпфрут, но почему-то он здесь называется помело, да? Помело. Почему пишут помело, непонятно. Вот так называется по-испански. Да ладно. Да? 700, вот они яблоки. 700 песо. Зеленые яблоки есть, тоже, наверное, 700 песо. Лук, парей. Здесь какая-то особая любовь к тыквам, да? Здесь очень много всего с тыквами связано. Да, здесь употребляют много тыкву. Как бы, ну, я тоже делаю очень много, как бы. Я делаю пюре напополам картошки, напополам тыквы. Получается вкусно. Мы делаем завтраки из тыквы. То есть мы ее, ну, покупаем половинки, жена варит, кусочками нарезает, потом мы мешаем все это с овсянкой, и получается очень вкусно. Либо с какими-то другими, с той же кашей кукурузной. Короче, тоже классно получается. И стоит она всего 229 за килограмм песо. Очень дешево. 30 рублей. 30 рублей, да. Вот цены на арбузы. Вы увидите, последний арбуз, видимо, все забрали. И цена 400 песо за килограмм. Бананы есть также. Вот такие вот бананчики. Кстати, здесь бананы намного вкуснее, чем в Турции. Нам они больше нравятся. Так, ну погнали в отдел алкоголя. Зафиналим. Сегодня праздник, сегодня отдел, он открыт, вы купите, но вам не продадут, верно? То есть нельзя, по идее, сегодня купить. По идее нельзя. Ну вот здесь написано, что потому что сегодня как бы выборы, нельзя продавать. Вот что тут написано, 18-11, сегодня 19, кстати. Со вчерашнего дня, с 8 вечера. До 8 вечера. Да. Нельзя покупать алкоголь. Да. Если мы его сейчас возьмем, нам не продадут? Не продадут. Вот черт возьми. Так, вот Боря говорит, что вот это вино очень хорошее. Дон Давид. Дон Давид Мальбек. Ну ты его пробовал, да? Я его пробовал, оно вкусное. Вот Дон Давид я рекомендую. 2699, 2700 песо. В целом цены на красное вино, они начинаются примерно от 1500 песо, вот до 3 даже доходят. Нет, это хорошее вино. Это уже прям вот даже 4000 есть. А дешевое вино вон с той стороны. Давай покажем дешевые вина. Может быть, кому-то интересно будет дешевое вино. Вот, пожалуйста. Вот за 800. Торро. Это белое, это красное. Вино тинто. Что значит? Красное вино. Красное вино. Просто без понтов. Просто упаковка и вино. 1000 песо. $1, короче. Так, едем это дальше. Дешевое вино. Это дешевое. Да, считается не очень хорошего качества. Самое дешевое. Вот тоже считается хорошая марка. Эстанция Мендоса. Мендосовское вино. Какая? Вот это вот. Вот это, да? 1400. Здесь ровно... Литр, да.
Так, вот также Дон Давид, белое вино. 2600, также 1500. Я думаю, переводчик вам в помощь. Полусладкое, полусухое вы узнаете через переводчик. Я, если честно, выбираю вино просто по этикетке. Если мне этикетка нравится, я его беру. Если этикетка не нравится, я его не беру. Вот это красивая этикетка. 1500. Я вот, знаешь, в последнее время, что я заметил, то, что чем дороже вино, оно обычно тем и вкуснее, знаешь. Так что я стараюсь брать хорошее вино. Все равно пью не часто. Хорошее вино от скольки начинается? От 2000 песо, да. От скольки? 2000. 2000 песо. $2 получается. А вот еще белое дешманское вино. Тот же марки, что мы красное показывали, 845 песо вообще стоит. Меньше $1. Это прям вот вечерок провести одному. Но это покупают люди, там, строители, допустим, да. То есть люди низших слоев, вот они берут вот такой. Вот такой, да? Так, поехали. Слушай, я в целом думаю, мы все подсняли. А материала огромное количество. Да. Я заебусь монтировать.